Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у нас с вами простейший шоколадный торт на раз, два, три. Готовится он безумно просто, получается влажным, мега шоколадным, нежным, даже не нуждается в пропитке и креме. Это почти легендарный, знаменитый рецепт Энди Шефа, ссылку на источник я оставлю в описании. Мне уже давно о нем говорили, и сегодня я хочу попробовать эту вкусняшку. Рецепт простейший. Для начала берем 230 граммов муки, добавляем сюда 65 граммов хорошего какао. Обязательно берем хороший разрыхлитель для теста. У меня это Доктор Оеткер. 10 граммов. Я всегда покупаю этот разрыхлитель, он ни разу меня не подводил. Тесто всегда очень хорошо сходит, поднимается, поэтому я с уверенностью могу вам его рекомендовать. Добавляю сюда чайную ложку соли без горки, 280 граммов сахара. И также берем пакетик ванильного сахара, у меня это тоже Доктор Оеткер, 8 граммов. Я вам говорю, что проще рецепта даже не найти. Мы все сухие ингредиенты перемешали лопаточкой до однородности и приступаем к жидким ингредиентам. Жидкие ингредиенты у меня все комнатной температуры. Здесь у меня 2 яйца сорта отборные, то есть крупные яйца. 60 граммов растительного масла без запаха, 60 граммов сливочного масла комнатной температуры, то есть мягкого, и 260 граммов тоже комнатной температуры молоко здесь у меня. Берем миксер и на маленьких оборотах сначала смешиваем все до однородности. Долго вымешивать не надо. Буквально 2-3 минуты и у нас тесто готово. Главное, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, тогда все хорошенько смешивается и масло расходится без проблем. Форма у меня диаметром 21 сантиметр, дно я выстелила пергаментом, а стенки смазываю сливочным маслом. Перекладываем тесто в форму, оно уже сейчас очень вкусно пахнет шоколадом. Не знаю, пробуете ли вы сырое тесто, я всегда пробую, тесто очень-очень вкусное. И теперь ставим в духовку, уже прогретую до температуры 150-160 градусов на 50-60, а может даже и 70 минут. Все духовки пекут по-разному, поэтому будем ориентироваться на свою духовку. Режим я включаю верхний и нижний нагрев и ставлю на уровень чуть ниже среднего. У меня он выпекался 1 час и 10 минут, и посмотрите, как он хорошо подошел. Сверху образовалась шапочка и даже слегка треснул. Это очень хорошо, означает, что внутри он очень и очень воздушный. Готовность можно начинать проверять спустя 50 минут выпечки. Вы вот так вот прокалываете деревянной шпажкой, если она выходит полностью сухой, то готово. Если нет, то выпекаем дальше. Слегка подостыл он у меня, буквально 10 минут постоял после духовки, и можно его спокойно доставать. Посмотрите, какой красавец. Вот эти края, так как он достаточно долго выпекался, они слегка суховаты, поэтому лучше его замотать в пищевую пленку и оставить буквально на полчаса, 40 минут, чтобы он хорошенько у нас размяк. Оставляем его остывать вверх дном, чтобы вот эта горочка немного выровнялась. Давайте посмотрим, какой он у нас по высоте. Как видите, более 6 сантиметров. Понятное дело, что шапку сверху мы срежем, он будет чуть меньше. Мне кажется, что он поднялся даже более чем в 2,5 раза. Напоминаю, что диаметр формы у меня 21 сантиметр. Вы можете использовать его для торта, разрезать на коржи и потом пропитать все кремом, но он настолько влажный, шоколадный, нежный, мягкий, и это же шоколадный торт на раз, два, три, поэтому я не буду разрезать его на коржи, а срежу только шапку. Ножом срезаем верхнюю шапку, чтобы чуть-чуть его подровнять, и шапка у нас пойдет на украшение. Чик. Смотрим, что у нас получилось внутри, это самый ответственный момент. Ой, какой красивый, шоколадный, воздушный. Ну, кто-то, как всегда, чуть-чуть кривоглазый. Можно так вот подровнять. Посмотрите, какой он. Видно же, что влажный, нежный. Но я это ломаю, потому что оно все равно пойдет на крошку. Теперь сделаем шоколадный ганаш. Для этого я нагреваю до теплого состояния 120 грамм сливок жирностью 33%. В теплые сливки отправляем 120 граммов темного шоколада и просто оставляем, пока он немного
растопится. Лопаточкой потом перемешаем, и все готово. Я же говорю, все на раз, два, три. Шоколад постоял в теплых сливках, и мы все просто перемешиваем, потому что у нас уже шоколад полностью растворился. При необходимости можно слегка нагреть, но не перегревайте, чтобы ничего не расслоилось. 20 секунд перемешивания, и посмотрите, какая красота, глянцевый, а как пахнет. Часть ганаша отправляем сверху и приблизительно половину оставляем на бока торта. Так, немного разглаживаем. Боже, как приятно работать. Разравниваем аккуратненько. У меня вот есть такой шпатель. У меня еще есть вот такой вот шпателек. И когда так делаешь, то вообще красота. Теперь аккуратненько смазываем ганашем бока тортика. Вот так вот аккуратно проходимся. Пергамент я специально подложила, чтобы не замазывать блюдо. Посмотрите, какой красивый, лаконичный в своем дизайне получился торт. Я передумала украшать бока крошкой, потому что мне кажется, что вот так вот выглядит более современно. А вы как думаете? Пишите в комментариях. В связи с пандемией уже давным-давно все не были ни в кафе, ни в ресторанах, поэтому давайте создадим атмосферу кафе дома и сделаем красивую подачу для нашего десерта. Все очень просто. Вилочка, сахарная пудра, вот так вот проходимся, припыляем. Ля-ля-ля. Теперь аккуратно поднимаем вилочку, и у нас красота. Теперь давайте разрезать наш шоколадный торт на раз, два, три, как по маслу. Боже, обожаю. Ой, какая красота. Главное, что мы на это потратили, вы помните, буквально раз, два, три. Поднимаем. Для всех любителей шоколадного, в шоколаде шоколадное. И делаем презентацию. Давайте пробовать. Рай шоколадом, рай шокоголиков, рай шокоголиков. Он такой влажный, нежный весь, пропитанный, но очень вкусно, с шоколадным ганашем. Если вы любите шоколадное, то вам однозначно понравится. Также я хочу посоветовать, если у вас есть дома ванильное мороженое, то можно подать с ванильным мороженым, и это будет сочетаться просто божественно. Чтобы у вас все идеально получилось, всегда берите очень вкусный какао и очень качественный разрыхлитель, и тогда у вас не будет никаких проблем с шоколадными тортами. Я надеюсь, что вам понравилось это готовиться, но вы видели, все смешал, для крема тоже все смешал, подождал, сделал все красиво. Красота и очень-очень-очень-очень шоколадная, влажная, сочная, нежная. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.